Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео парфюмерное. И сегодня поговорим об ароматах, которые, на мой взгляд, немножко ретро. У каждого ретро свое, каждый по-своему понимает ароматы ретро. Но я считаю, все-таки эти ароматы актуальны в наше время, актуальны по сей день, потому что они находятся также в свободной продаже, их можно спокойно купить. Но у меня вот такая версия миниатюр. Здесь написано, что это от Collection, парфюмерная вода от Lancôme, Cacharel, Lanvin и Ralph Lauren. Выглядит это вот все такое красивое. Я как-то с осторожностью покупаю винтажные ароматы, потому что мне кажется, все-таки многие из них уже теряют свои свойства, потому что были открыты, кем-то были использованы. Вот эту коробочку я купила новую, она была абсолютно новая, упакованная, поэтому я когда увидела, я сразу ее приобрела. И здесь вот такая вот красота в виде 5 ароматов. 5 ароматов. Все эти ароматы, мне кажется, немного чем-то в одном направлении, где-то что-то близкое в них есть. Все они были выпущены давным-давно, в прошлом веке, можно так сказать. И сейчас эти ароматы по-прежнему актуальны, несмотря на свой возраст, но к ним у всех может быть разное отношение. Поэтому однозначно все эти ароматы нужно тестировать. И говорят, что новоделы немножко звучат по-другому. У меня все, вот я думаю, что это очень такая винтажная коллекция, поэтому я думаю, что здесь вот именно аромат тот, который был выпущен в самом начале, изначально. И первый аромат, с которого я хочу начать, это Arpège. Это парфюмированная вода, вот в таком вот у меня, она вообще в черном флаконе, ну, я не знаю, как сильно ли они отличаются, потому что здесь флакон прозрачный, с золотой крышкой. Вообще, как основная такая вот парфюмерная вода, она в черном флаконе. Ну, я так поняла, что это одно и то же. Когда вы ощущаете первый раз, такое ощущение, что я залезла куда-то к бабушке, взяла из шифоньера, достала ее коробочку духов и вот поднесла к носу. Кто-то говорит, что это 5 Шанель, я абсолютно не согласна. Мне кажется, это может быть в этом же направлении аромат, но это не 5, потому что 5 она такая звенящая, легкая, струящаяся, яркая, такая динамичная, молодая, свежая. А здесь аромат уже такой взрослый, очень с претензией немного. Аромат такой вот зрелый. Чувствую я в этом аромате очень интересные ноты. И вообще, когда я начинаю смотреть пирамиду ароматов прошлого, ну вот примерно, был этот аромат выпущен в 1927 году, я удивляюсь, сколько же ингредиентов в таких ароматах. Это просто какой-то кладезь цветов, специй, различных масел, различных составляющих. Вообще, это аромат, конечно, альдегидный. В нем есть альдегиды, они звучат, но не такие, конечно, как в Шанель. Все равно это не вижу сравнения с 5. Вот что-то на Красную Москву, да. Когда я открыла первый раз флакон, что-то я вспомнила и про Красную Москву, и какие-то еще отголоски. Но все равно этот аромат уникальный, по-своему очень своеобразный. Здесь ландыш, альдегид, естественно, жасмин, нероли, бергамот, сердце, жасмин, иланг, ландыш и рис, роза, лилия, герань и камелия. И в базе сандал, амбра, ветивер, мускус, бензоин, ваниль и пачули. Очень красивый цвет такой, знаете, как цвет хорошего коньяка, хорошего виски. Действительно, мне кажется, этому аромату свойственна какая-то зрелость,
Он очень полный, он очень округлый, женственный, мягкий. Я слышу почему-то мед. Я не знаю, почему мед не заявлен, но я очень отчетливо слышу какие-то медовые ноты, цветы такие, немножко перезревшие. Немного я слышу уже слегка, немножко до меня доносится и запах шампанского. Есть такое, какая-то нотка шампанского почему-то прослеживается. Хотя вот и в Рез, да, и в Сен-Лоран Шампань, там шампанское такое более брют такой кислый, а здесь шампанское немножко такое сладковатое. Вот какая-то с медовой такой ноткой. Ну, не мускат, конечно, но такой, вот есть такая вот теплые цветы, округлость какая-то, зрелость, полнотелость. И аромат, мне кажется, также будет хорошо именно не на молодой девочке, хотя можно и попробовать, да, но мне кажется, все-таки для взрослой женщины, для такой уже с достаточно таким богатым опытом, зрелый, состоявшийся, и он внесет в себе какую-то историю. Нельзя назвать его легким, поверхностным. Он очень богатый, очень такой глубокий аромат. И я считаю, что несмотря на то, что он был выпущен в 27 году, он остается классикой, остается вне сезона и вне времени. Конечно, на свежем воздухе он ощущается ярче, он как-то благороднее звучит. Вот. В жаркую погоду я его один раз нанесла, и он почему-то с меня очень быстро слетел, хотя аромат очень стойкий. На одежде он держится долго. На коже я слышу его часа 3 отчетливо, а на одежде я слышу его вот несколько дней. Так что аромат очень, очень завораживающий, приятный. У меня Тарпеж Экла был такой вот легкий аромат, я очень его любила. Он вообще вызывает всегда массу комплиментов, всегда на него такая реакция, и он такой свежий, ясный, весенний. Здесь, конечно, это вариант такой более классический, более зрелый, и не зря он вышел все-таки в прошлом столетии. И он олицетворяет собой вот дух, мне кажется, того времени немного. Есть в нем вот это вот какие-то ностальгические нотки у меня тоже появляются. Но, несмотря на это, он очень хорош при раскрытии. База очень богатая, глубокая. Он какой-то многогранный. Вы его слышите, он переливается, он исчезает, появляется, раскрывается. Я слышу и сандал здесь хорошо, такой бархатный, и амбру, теплую, густую. Лилия с жасмином тоже здесь главенствует. Ну, очень-очень богатая база, очень богатая пирамида. И аромат, естественно, очень многогранный и такой запоминающийся. Вы не пройдете мимо него. По крайней мере, кому-то он понравится, кому-то нет. Но, мне кажется, равнодушных к нему людей не может быть. Кто-то будет его ненавидеть, а кому-то он будет безумно нравиться. Я такой аромат в свою коллекцию приобрела, видите, в виде миниатюры, потому что у меня просыпается интерес к таким винтажным ароматам, таким ароматам с историей. Но при этом все-таки я осторожна, потому что я знаю, что большой флакон я, например, не смогу быстро использовать. А вот такой вот миниатюрки мне вполне достаточно, чтобы разносить, понять и прочувствовать этот аромат. Если же если я использую эту миниатюру, то, наверное, может быть, я и задумаюсь. Хотя, может быть, я и успокоюсь. В общем, аромат, если вы его не пробовали, потому что я вот с Тарпеж Экла была очень хорошо знакома, у меня было несколько флаконов, а вот этот аромат я почему-то обходила стороной.
И я его как-то и в магазинах не видела, чтобы протестировать. Поэтому очень-очень такой интересный, приятный опыт. Мне аромат понравился. Следующий аромат — это Ralph Lauren, и это Safari. Я вообще к Ralph Lauren очень хорошо отношусь. У меня вот появился недавно еще один аромат от Ralph Lauren. И мне очень понравилось, как аромат скроен, и стойкость, и цена достаточно доступная. Вот. К Safari я не могла найти в тестере, нигде в магазинах, не могла протестировать этот аромат. И вот как раз мне повезло, я вот в этой коробочке его нашла. Сам флакон безумно красивый, напоминает какой-то красивый графин или флакон для коктейля, для виски или для коньяка. Немножко похож, да, на хрустальный какой-то флакон. Безумно красивый. Если еще это в большом, это в миниатюре, он такой маленький, аккуратный. А если это большой флакон, это вообще какое-то прям произведение искусства. Очень аккуратная пробка, все сделано на высшем уровне. У меня тоже здесь это тоже Eau de Parfum. И я, когда слышу этот аромат, я все-таки думаю, что надо было его назвать Саванна, а не Сафари. Хотя, ну, наверное, это близко. Это полынь, это травы, это действительно такая вот осень. Травы уже так вот пожухли немножко. И это действительно какой-то вот какая-то степь с такими полевыми травами, которые уже разогрелись на солнце. Тоже чувствую здесь мед, разумной красоты, аромат ни на что не похожий, ни на что не... Даже близко вот такого аромата я не встречала. Вот считается он цветочно-зеленым. Выпущен он был в 1990 году. Доминик Ропьон, его автор. Гальбанум бархатцы, нарцисс, гиацинт, апельсиновый цвет, черная смородина, мандарин, лист смородины, сердце, нарцисс, корень ириса, розмарин, жасмин, роза, цветы апельсина и база ветивер, амбра, сандал, кедр, пачули. Я, наверное, все-таки бархатцы или гальбанум. Ну вот для меня это скошенные травы, это поле, это вот такое солнце, может быть, вот саванна. Помните, когда мы проходили природоведение, и в учебниках были такие красивые картинки вот саванны, такой африканской природы, там степи, какие-то травы, такое немножко все желтоватое, какая где-то там лев или тигр на картинке. Вот у меня всплыло сразу почему-то вот такое вот изображение. А потом, когда я слышу сафари, мне всегда почему-то представляется именно вот платье в стиле сафари. Вообще мне нравится это такой стиль сафари, такого цвета или бежевого, или хаки. Такая сразу девушка красивая в каком-то красивых очках и вот в таком платье. Мне еще здесь слышится очень отчетливо запах сигарет. Табачные как-то ароматы, ну, не скажу, что я любительница табака, я вообще не люблю табачный дым, сигареты. Вот эта нотка здесь есть, и я ее прям отчетливо слышу на протяжении, вот, наверное, часов 3, пока я ношу этот аромат. И необыкновенное какое-то такое осеннее настроение сразу появляется. Это вот, да, это осень и зима, мне кажется, этот аромат, там даже больше осень. Какой-то густой мед в воображении, вот разнотравье. Необычный, очень необычный. Я первый раз такое встречаю, вот, даже ничего похожего я не слышала. Очень необычный аромат, очень красивый, неизбитый. Он очень выделяется на фоне всего остального. С ароматом вот именно трав он ассоциируется именно с природой, с естественностью, с какой-то немножко непосредственностью, такой вот даже где-то дикой природе. И при этом он очень
благородный, он очень такой, ну, какой-то вот задает тон, вышкаленный какой-то. Мне кажется, вот так может пахнуть вот девушка, которую я писала в каком-то красивом таком платье спортивного такого стиля сафари, на ней красивые солнцезащитные очки. Может быть, она даже на каком-то автомобиле таком, автомобиле для прогулок по дикой такой природе. Есть какая-то в нем нотка какой-то немножко грусти, наверное, за счет того, что пахнет осенью, пахнет вот этим разнотравием, медом, когда уже жаркие деньки становятся летние, такие теплые, солнечные деньки становятся все короче. Какая-то немножко грусть, какая-то немножко, наверное, тоска по ушедшему лету. Вот этот аромат абсолютно, который меня поразил, очень красивый, ни на что не похожий, и при этом не избитый. Если вы не пробовали, то попробуйте обязательно. И, конечно, осень, это, мне кажется, прям вот пора именно этого аромата. Очень необычный. И не люблю запах сигарет, но вот здесь именно не табак, а именно вот такая слегка присутствует вот эта вот нотка сигаретная такая вот. Но при этом она приятная, она не отталкивает, она как-то наоборот. Хотя я не люблю сигареты, запах вообще не переношу. Но здесь вот она какая-то в связи, наверное, с большим количеством красивых трав. Может быть, это бархатцы, может, гальбаном так раскрывается. Ну вот я слышу именно такую сигаретную нотку. Следующий аромат — это Трезор. Трезор классический Ланком, который был выпущен в 90-х годах, в 90-м году. Софи Гройсман, автор этого аромата. Мне этот аромат был, давно был. Настолько он у меня что-то надоел, я потом его кому-то отдала. Но при этом все-таки какая-то тоска у меня по нему была. Я приобрела тогда Трезор Midnight, но это, конечно, совершенно другая история, там более ягодная такая версия. А здесь это, во-первых, мне нравится сам флакон, необыкновенно тоже красивый и завораживающий такой. Да, конечно, относит этот меня аромат, конечно, в прошлое, потому что, ну, столько, 20 лет прошло, да. Это очень теплый, очень такой сладкий, фруктовый и немножко восточно-пудровый аромат. Здесь у нас персик. Я бы сказала, здесь персик с абрикосом. Вот прям танцует вальс. Это для меня олицетворение персика. Я не люблю персика в ароматах. И абрикосы как-то так, ну, спокойно. И поэтому, наверное, во мне он вызывает неоднозначные такие впечатления. Хотя аромат сам очень... Наверное, это уже тоже классика. Наверное, это тоже уже своего рода такая образец парфюма, каким он должен быть. Здесь персик, роза, цветы абрикоса, сирень, ананас, ландыш и бергамот. Середина — это роза, ирис, гелиотроп и жасмин. И база — это персик, абрикос, ваниль, сандал, амбра и мускус. Но для меня нет. Для меня здесь немного ванили приправленной, но это вот танец, вихрь абрикоса и персика. И действительно, и цвет такой, мне кажется, очень похож на вот такое абрикосовое варенье. Почему-то ассоциация у меня. Есть в нем... Если вы любите персики, конечно, это прям ода персику, это персику, абрикосу, вот этим желтым таким сочным фруктом. Но меня немножко этот аромат
давит на меня. Немножко все-таки он как-то такой претензионный, немножко доминирует, и мне не очень комфортно с ним. Я, например, вот когда я им раньше пользовалась, потом я просто от него избавилась, потому что мне было вот тяжело с ним долго находиться. Но сейчас к нему у меня немножко другое отношение. Сейчас я с удовольствием его стала носить. Несколько капель. Очень хорошая тоже стойкость. И я считаю, все-таки, да, это такая классика, которая никуда уже не денется. И до сих пор аромат продается. И сколько уже фланкеров у Трезора вышло, неимоверное количество. Но все-таки вот этот аромат, он соответствует вот этому названию, да, он как сокровище, которое вы имеете. Может быть, вы не каждый день одеваете это сокровище, но оно у вас есть, оно вас радует, вам приятно, что вы обладательница такого сокровища. Поэтому, да, абсолютная классика, которая, мне кажется, все-таки качество той парфюмерии, которая была вот тогда, да, когда вот эти ароматы выходили в 90-х годах, была немного другая. Она действительно как-то поражала восприятие, она вызывала какие-то необыкновенные такие чувства. И некоторые любительницы аромата ничто другое больше не воспринимают. Им нравится, и они всегда так пахнут. Вот. Но у меня такой вот... Кто-то говорит, что это йогурт персиковый. Но нет, мне кажется, все-таки не йогурт. Ваниль здесь есть, но да, это персик и абрикос. Прям вот вихрь этих приятных фруктов. И сладости пудровость немножко присутствует, конечно. Вот. И он очень стойкий, я хочу сказать. Все-таки сейчас покупала несколько ароматов новых, вот таких вот, которые сейчас производят. И все-таки я не знаю, что со мной, но не знаю почему. Прям буквально вот час и все, аромата нет. Полчаса иногда аромата не слышу. Вот эти ароматы, несмотря на то, что там жарко или какая-то еще ситуация, да, эти ароматы слышно. И достаточно долго. 3 часа я слышу от себя отчетливо этот аромат. И еще потом какой-то даже флер за мной присутствует. Поэтому этого не отнять у этих ароматов. Следующий аромат, мне кажется, они похожи. Это Poem. Это тоже Ланком. Все-таки, наверное, один дом, поэтому это прям... Выпущен он уже был в 95-м году. И к нему у меня более такое приятное отношение. Выпустил его же, автором его является Жак Кавалье. Это ода цветам. Это желтые и белые цветы. Вот насколько Трезор все-таки немножко доминирует, как-то вот он немножко давит своей вот сладостью, своим персиковым взрывом. Здесь настолько все приятно. Он тоже теплый, он тоже медовый и желтый с белыми цветами. Необыкновенно красивый аромат. Я буквально вот, наверное, если закончу вот эту миниатюрку, то, наверное, я решусь на флакон, потому что мне этот аромат понравился. Кстати, у меня его не было. Почему-то как-то я его обошла, у меня не было этого аромата никогда. Что у нас здесь? Нарцисс, естественно, самый такой желтый цветок, который сразу приходит на ум, да? Датура, персик, слива, мак, ландыш, черная смородина, бергамот, мимоза. Вот, наверное, мимоза очень меня привлекает. Мимоза, цветы ванили, тубероза, иланг, цвет апельсина, жасмин, фрезия, гелиотроп, роза. Ноты базы — это ваниль, цветы апельсина, амбра, бобы тонко, мускус и кедр. Здесь вот, наверное, все-таки нарцисс, мимоза и бобы тонка.
делают для меня его очень приятным, очень таким теплым, комфортным, каким-то по-хорошему сладким. Но эта сладость не сладость какого-то десерта, а сладость такая медовая, медового такого темного меда и вот, мне кажется, нектара цветов. Очень тоже напоминает почему-то именно конец лета, какое-то разнотравье, тоже мед. Очень красивый, хотя желтые цветы, да, что нарцисс, что мимоза, более весенние ароматы, такие весенние цветы, но все равно за счет вот этой ноты сладкой, тягучей, он какой-то такой, знаете, по-особому приятный, успокаивающий, дающий какое-то умиротворение. Настолько приятный аромат, я прям вот в восторге от него сейчас. И вот именно начало, мне кажется, осени, это прям вот его время. Тоже олицетворяет какие-то природные краски, лук, цветы, где-то пасека с медом, такая тягучий такой мед, который вот разливается по сотам. Желтые какие-то шмели вокруг летают. Вот что-то такое приятное, теплое, солнечное, по-хорошему такое умиротворяющее, спокойное. И в то же время, ну, я не могу сказать, нет, нет. Ну вот в сафари, например, чувствуется какая-то грусть, а здесь, мне кажется, наоборот, какие-то такие вот спокойная атмосфера такого какого-то безмятежного счастья, какого-то такого вот приятного эмоционального состояния, такого, когда ты никуда не торопишься, и ты вот наслаждаешься моментом. Очень-очень обрадовалась, и потому что я как-то тоже не обращала на этот аромат внимания. Я его, кстати, не вижу в последнее время в магазинах, не знаю, продается он еще нет, но, по-моему, продается онлайн, это уж точно. Вот. И вот этот аромат мне понравился. Его с удовольствием, мне кажется, вот в любое время, особенно, мне кажется, и в жару тоже будет очень уместно. Ну вот конец лета, осень, начало осени, мне кажется, это прям вот его время, прям вот как олицетворение вот этого периода времени года, именно в нем. Мед, травы, какие-то, такая вот природа красивая. И сам флакон такой, знаете, как тоже маленькое такое сокровище. Последний аромат — это Нуа от Кошарей. Мне кажется, у всех этот аромат был. Мне кажется, столько любителей этого аромата. Он необыкновенно... Он напоминает мне какую-то вот жемчужинку такую. Что-то в нем есть. Да, конечно, когда ты его ощущаешь, сразу вспоминаешь какие-то прошлые какие-то моменты жизни, какие-то года такие. И я помню, мне кажется, он у тети моей был, у кого-то тоже я слышала, и потом у меня уже был. Но при этом он похож на жемчужинку, на маленькую такую, да, но при этом он такой свежий, такой легкий, звенящий, несмотря на то, что ему много-много уже лет, то все равно он звучит актуально до сих пор. Выпущен это был аромат в 1998 году, Оливье Кресп, его автор. И здесь у нас, и считается он таким белоцветочным, конечно, это свежесть, это цветы белые, это легкость какая-то. Мускус, пионы фрезия, зеленые ноты персик со сливой, в середине лилия ландыш, зеленая трава, жасмин, иланг и роза. И базовые ноты кофе, ваниль, кориандр, сандал, ладан, бобы тонка и кедр.
Не знаю, кофе я не почему-то, мне не удалось услышать кофе, но этот аромат для меня, вот первые ноты, действительно, и ландыш, и пион я слышу, и фрезию. Очень такой приятный, и в то же время, мне кажется, и пахнет каким-то новым чем-то, каким-то весенним, да, раскрытием какой-то природой, вот такой просыпающийся. И в то же время, в связи с тем, что этот все-таки запах у меня ассоциируется с очень таким периодом, который был в прошлом, какой-то немножко, да, такая доля ретро тоже в нем есть, но актуальный в любое время. Этот аромат, который вот аромат ухоженности, ухоженной женщины, я тоже считаю, что он очень подходит под это описание. Его можно нанести утром, и в обед, и вечером, и в любое время, и куда угодно, и под любой дресс-код. Всегда это будет элегантно, красиво, изысканно, и при этом никого не смутите, никого не будете раздражать. Но при этом все-таки вот эта нота прошлого, нота, что это аромат откуда-то оттуда, из далекого прошлого, меня немножко как-то вот, я не могу сказать, что расстраивает, наоборот, меня даже это как-то радует, но то, что ему столько лет, это ощущается, вот, то, что он все-таки был тогда, и какая-то у меня, ну, в голове, наверное, так вот аромат, да, не скажешь, да, что это аромат именно такой винтаж уже, ему очень много лет, но вот в голове у меня возникают почему-то ассоциации с прошлым, какая-то прошлая жизнь, прошлое, и тоже это было 20 лет назад, вот. Но при этом все-таки он очень такой легкий в своем использовании, и очень такие приятные тоже моменты он дарит. У меня приятные ассоциации с этим тоже ароматом. Какая-то легкость, свежесть. Не знаю, кофе не слышала. Кофе вообще. Не знаю, для меня вот если, может быть, кедр и мускус, и вот белые цветы, и фрезия, и вот, ну, что-то такое легкое, свежее. Не слышу здесь, к сожалению, я кофе. Кто-то, кто слышит, я думаю, наверное, им очень повезло. Для меня это вот просто приятная такая вот история. И сам флакон очень красивый. И уже миллион фланкеров тоже было на эту тему. Вот, но все-таки классика, это классика, тоже такая безупречная. И мне кажется, в этом аромате ты будешь всегда, ну, великолепно себя чувствовать, никогда как-то будет комфортно вам будет всегда. Вот такой вот тоже отсыл, ну, наверное, потому что все-таки вот поэм у меня не было в то время, и я не ассоциирую именно с прошлым, а вот Нуа у меня был, и поэтому для меня это вот аромат того периода, той жизни. Как-то это немножко, это не хорошо и не плохо, это у каждого свои, конечно, ассоциации. Вот. Но сам аромат великолепный, он мне нравится, и своей вот этой вихрем свежести цветов, нежности, и в то же время он очень лаконичный, он не вызывает какого-то негатива. Очень-очень приятный. И звучит дорого. Звучит очень дорого. Вот такая вот у меня сегодня с вами коллекция винтажных, я считаю, ароматов. Все-таки они у меня достаточно, я думаю, винтажные, потому что этой коробочке, видимо, все-таки немало уже лет было, хотя она и новая, но по тому, как он сделан, этот набор, мне кажется, все-таки это такие винтажные ароматы, и с ними вот как раз приятно было познакомиться. Но все эти ароматы сейчас тоже в свободной продаже. Они есть, ими всеми можно найти свободно их. И мне кажется, даже цены у них очень-очень доступные. Вот, например, Апеш и Сафари, у них очень доступные цены. И
И Трезор с поэмой, я тоже думаю, недорого можно. И Нуа тоже доступны очень в плане цены. Вот такая вот сегодня история про такие легендарные ароматы. Я считаю, все-таки это ароматы легендарные. Это классика, это то, к чему люди все равно возвращаются. Несмотря на то, что сейчас выпускается много новых, интересных, каких-то необычных ароматов, такая классика все равно должна быть. По крайней мере, с ней надо быть знакомой, чтобы тоже как-то сформировать свой вкус. И у меня в последнее время почему-то проснулся тоже интерес именно к таким старым ароматам. И я могу сказать, что вот очень довольна всеми 5 ароматами. Я довольна, все ароматы мне понравились. Даже включая Трезор, который все-таки для меня немножко too much, но я все-таки вот в маленьком флаконе очень рада его иметь. И иногда хочется и персиков, несмотря ни на что. Иногда хочется просто вот таких вот съедобных, вкусных персиков с абрикосом. На этом все. Пишите, какие ароматы любите вы, если у вас что-то из этой коллекции. Любите ли вы Сафари, УПМ или Трезор, какое у вас вызывает отношение, какое у вас отношение к этим ароматам. Мне будет очень интересно почитать. Ставьте лайк, подписывайтесь. Обязательно не пропустите следующее видео. И всем пока-пока.